Дорогие гости нашего канала, мы продолжаем разговор о высоких технологиях. В прошлом видео мы уже рассказали о твердотельной батарее, над которой весь мир бьется, наверное, уже последние 50 лет. А профессор Рамзес уже давно эту задачу решил. Теперь у нас солнечные батареи, но необычные, на основе графена, не кремниевые. И сейчас мы попросим нашего профессора рассказать нам, в чем суть этого изобретения, в чем его, так сказать, фишка и почему оно нужно именно сейчас. Дешевле оно, лучше оно или нет тех солнечных батарей, которые на данный момент выпускаются. Пожалуйста, вам слово, профессор. Вообще-то я сегодня планировал сделать большой ролик насчет, как делаются графеновые солнечные батареи. Их пока нет, поскольку все солнечные батареи в основном на основе кремния. Я разработал новый вид солнечной батареи, где используется графен. Но видео вышло бы слишком длинное, поэтому я решил ее разбить на две части. В первой части мы будем объяснять, что такое графен, какие виды они могут иметь и как можно электропроводный одноатомный слой графена нанести на любую поверхность. Вот стекло. Обыкновенное оконное стекло. 3-миллиметровое. Вот обыкновенное оконное стекло с 4-миллиметровой толщины. Оно прозрачное. Это тоже 4-миллиметровый. Вот сбоку видно. Но на одной стороне этих стекол нанесен одноатомный слой графена. Ее так не видно. Ее можно наносить и два слоя, с двух сторон стекла. Но в данном случае нам нужен на одной стороне. А проверить, есть ли здесь графен или нет, мы можем проверить очень простым способом. Проверить ее электропроводность. Для этого мы делаем вот так. Вот у меня контрольная лампочка светодиодная. Один шип трогаем в этот конец, другой здесь. Горит. Здесь, 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 везде горит. Двинем эту, тоже горит. Значит, она электропроводная. Бесцветная, но электропроводная. Обратной стороне слой не нанесен, поэтому он не электропроводный. Так. Прозрачный он потому, что графен в один атомный слой, он прозрачный бывает. Он настолько тонкий слой, что черный, серый цвет графита он не имеет, он прозрачный. Вот. Ну, тут фишка в чем? Я вот слежу по развитию технологий, новых технологий, инновационных, разных лабораториях мира, как это все, до какого уровня дошло. Последнее сообщение у меня, что где-то Англии ученые смогли нанести
чистый графен на стекло размером 1 квадратный сантиметр. Вот. А у меня есть свой разработанный способ. Как видишь, 20 на 20 сантиметров стекло спокойно ложу равномерно. Равномерно. Это ваш предел? Нет. Я могу нанести и метр на метр размером. Там размер не имеет значения. Вот. Технология другая. Но это лично моя технология. А графен я откуда взял? Графен сам сделал. Кстати, сейчас в мире под маркой графен продается много графитовых нанопорошков. Но это совсем не графен. Графен только тогда графен, если он имеет кластеры графита, имеет толщину только один атом. Это очень малая величина. А когда несколько, там десятки, сотни слоев друг на друга прилипшие, она уже будет серый цвет иметь и непрозрачные будут. По этой, наверное, причине очень трудно получить графеновый слой на большую поверхность. Но для этого вот эта площадь, например, 20 на 20 сантиметров, это немалая площадь вообще-то. Вот. Технология изготовления в промышленном масштабе настоящего графена тоже мною разработан. Она сильно отличается от принятых в разных лабораториях способов. Вот. Но тут я вижу ошибку. По интернету я посмотрел вот, на продаже, который есть графен. Он, кстати, очень дорогой вещь. Настоящий графен грамм $1000 стоит. Если он настоящий графен. А ее мало кто умеет делать. Во-вторых, и Китай, например, ее мешками продают, порошок. Это совсем не графен. Он даже близко не графен. Хотя под маркой графен она продается. Графен не может быть сохранено в виде порошка сухого. Почему? Потому что кластеры, которые друг к другу приклеиваются, образуют графит, они после разделения друг от друга, если в сухом виде они будут друг к другу соприкасаться, обратно переклеиться, но не так сильно. Графиты и так это кластеры друг к другу сильно не приклеены. Почему? Потому что вот карандаш, вот грифель, это графит. Вот мы наносим вот черту. Видно, черта черная. Здесь сотен слоев графена друг к другу наложен в этой черте. А если я слабо давлю, еле видно слой. Здесь десятки раз меньше этого графена. А вот если совсем слабо надавлю, здесь есть графен, который на бумагу перешла, просто она прозрачная. Вот в чем вопрос. Ее нельзя держать в сухом. Продолжаем, да? Так. Он должен храниться в таком полужидком специальном растворе. Вот так он будет выглядеть. Видно здесь банка? Да. Шевеливается. Да, да. Вот полужидкий. Это графен. Ну, он, конечно, в таком виде на стекло не наносится. Тут тоже есть своя технология, чтобы, например, этого вещества
используется, например, пол чайной ложки на 200-литровой там, жидкости, да? Вот. Тогда получается вот такой равномерный, невидимый такой слой, токопроводимый, электропроводный. Работая над графенами, я обнаружил еще одно свойство. Я пытался делать, ну, графен, он ток проводит, это, ясное дело, электронную проводимость имеет она. Я нашел способ делать графен P-типа проводимостью. Это дырочная проводимость называется, полупроводниковой наукой, да, техникой. Вот. Любой. Ну, я ее смог сделать. Вот она. Ее можно в сухом виде это делать. Вот здесь графен P-типа написано. Вот. Ее можно держать в сухом виде. Почему? Потому что он не просто из кластеров одноатомных состоит. Тут еще есть соединения, которые вместе с этим на пару создает дырочную проводимость. А соединения, послойные соединения обоих типов графенов образуют полупроводниковый слой, что используется и в транзисторах, и в диодах, и всех видов солнечных батарей. В солнечных батареях ведь процесс именно на это и основан. Там должна иметься N-типа проводимость с одной стороны, с другой стороны P-типа проводимость, а в серединке какой-то там нанослой образовывается, это называется запрещенная зона. Вот тогда это имеет характер полупроводника. Если осветить полупроводник со стороны N-типа, N это электронная проводимость, N-типа проводимостью, она, проходя через слой, и под воздействием световых фотонов, отрывает от нее электроны и проводит через запрещенный слой P-типа проводимости слой. И цепь замыкается. И получается электрическое напряжение. Вот на этом принципе все солнечные батареи работают. Но солнечные батареи, работающие на основе графенов, это впервые. Вот. Так что чтобы видео слишком длинное не было, я поэтому решил это видео на 2 части разделить. Вот пока я сделал эти стеклы с N-типа проводимостью графеном. Кстати, этот графен ложится легко, по моему способу, и он не стирается. Он крепкий. Он вообще намертво приклеено, если правильно это слой сделан, к стеклу. Ее ничем не обдирать. Вот. Ее можно еще и делать так. Вот N-типа проводимостью графен, сверху P-типа проводимостью, вот, это тоже графен, а задней части, как токосъемник, можно использовать или медную, или алюминиевую фольгу. Прямо на нее приклеивать. Или тогда у нас получится один токосъемник
Вот это слой, который антипопроводимостью графеном сделанный. Вот ее тонкий слой здесь можно гальваническим способом положить никель, вот на нее паят провода. А во второй качестве плюса мы получим через медную проволоку. А можно и по-другому сделать. Вот первый слой – это графен антипопроводимостью, ну, обычный графен, да? Наложить на нее пи-типа-проводимостью графен, потом сверху второе стекло с антипопроводимостью. Тогда мы получим солнечную батарею, которая с обоих сторон, когда светишь, вырабатывает электричество. Обычно солнечные батареи вот на крышах лежат, да? Вот. Они освещаются с одной стороны. А обратная сторона, она затемненная, там на крыше стоит. А в таком случае их можно по-любому установить вертикально, чтобы она и спереди освещалась, и сзади освещалась. Будет двойная польза. В следующем видео я планирую все это показать наглядно нанесенными слоями с одним слоем и двухсторонние тоже. Скажите, а они могут быть прозрачными, при том, что вырабатывать электричество? Оставаться прозрачными? Да, они могут. Почему? Потому что вот мы один слой графен наложили на нее, она прозрачная. Вот через нее видно все. Хотя она проводит электричество любой части. У нас второй слой пи-типа проводимостью тоже будет такой же. Тогда мы как будто вот два слоя положили две стекла друг на друга. Но она же остается прозрачной, и только немного затемненной. Так даже лучше. Да. Ну, ее можно еще затемнить, нанеся потолще слой графена пи-типа. Это по желанию заказчика. Например, использовать такие стекла можно будет в высотных домах, и обыкновенных домах. Стоят же в любом доме окна стоят. Простое стекло там стоит. Вместо стекла почему бы не ставить полупрозрачные солнечные батареи? Она для этого дома будет электричество вырабатывать. Разве не выгодно? Ну да, Росэнергосети не обрадуются, а гражданам было бы неплохо. Но Росэнергосеть не хозяин всего мира. Не обязательно ее России использовать. Кроме России есть еще мир 90%. Там могут использовать. На небоскребах. А когда России ума наберутся, и России будут использовать. Понятно, да? Да. О. Так что российскими запретами ты меня не пугай. Это временные вещи все. Вот. Так что это такого типа солнечные батареи. Это абсолютное новшество. Еще никто не сделал из графена солнечные батареи. Это раз. Во-вторых, они могут служить неограниченное количество лет, срок службы. В-третьих, двухсторонние. В-четвертых, оконные стекла ими можно заменить. В-пятых, такого типа солнечных батарей еще важнее
было бы использовать космосы, там, где минус 200-220 градусов температура, и не используя драгоценных металлов. Для спутников используются солнечные батареи особого типа, там, где драгоценные металлы, начиная от галлия, там используют золото, а тут просто графен. Вот. И в будущих технологиях, когда на Марс полетят, там обустроят жизнь, там, я думаю, пойдут именно вот такие солнечные батареи. Это на заметку Илону Маску. Их эффективность как отличается от тех, что есть сейчас? Ну, эффективности мы сделаем и видео снимем с них и напряжение, и сколько ампера она дает. И можем легко вычислить, какая у нее эффективность. Существующие солнечные батареи на сегодняшний день, ну, земные, не считая космические. Космические там несколько очень дорогие и ограниченный объем используются. Вот земные, где мы с тобой живем. Вот. Тут где-то в среднем 20% эффективность. Эффективность меряется так. Вот солнечный свет, 1 квадратный метр землю дает 1 киловатт энергии. Вот вычисляя оттуда, мы легко можем, например, держать на метр солнечной батареи на расстоянии метр 100-ваттную или 200-ваттную или 500-ваттную лампочку, осветить ее, снять напряжение и ампера и узнать ее эффективность. Сколько процентов будет? Ну, я знаю, что там намного превосходит любые существующие солнечные технологии на основе кремния. А ее стоимость? Стоимость раза в 3 ниже. Вот. Но тут есть еще плюсы. Плюсы в чем? Эта технология не требует больших температур. А вот для кремниевых солнечных батарей требуются большие температуры. Там синтез идет. Все вакуумно. Многофазовый, да, вакуум используется. Потом это болванку, вытянутую кремниевую болванку, ее режут алмазными дисками, очень тонкие слои, потом их выравнивают, шлифуют, там идут долгие процессы, поэтому они дорогие. А процесс нанесения на них слоя N-типа и P-типа происходит в вакууме под большой температурой. Напыляется на одну сторону металл тонким слоем проводимостью P-типа, а с другой стороны напыляется в вакууме металл N-типа проводимостью. Вот. Ну, там бор испаряют, там фосфор испаряют, в зависимости, что ты используешь. От этого зависит у тебя, какая сторона, какую проводимость имеет, N-типа или P-типа. Вот. Это делается при больших температурах. А важность вот этого графенового производства солнечных батарей еще и состоит в том, что это можно не только... Тут напыления не надо никакой. И никакой вакуум не нужен. При атмосферном давлении. Да, вот я живу вот в лабораторных условиях, вот здесь, без оборудования, вот здесь на столе сделал это. Вот. И ее можно сделать, вот этот слой, на любой пленке полимерной. Можно как скатерть в трубочку скрутить. Да, любой
Прозрачную пленку любой толщины ты возьми, и можно на ней вот это токопроводной слой сделать. И она может быть для каких-то целей, для автомобилей, крыши, там, багажника, там, ну, вот, делать такой полимерный солнечный батареи. Вообще-то в мире даже немцы старались делать на крыше солнечной батареи, чтобы зарядила аккумуляторы электромобилей или собственные аккумуляторы. Но от этой идеи отказались, потому что там используют кремниевые аккумуляторы, эти солнечные батареи, но они маломощные. Вот это как раз бы для этих целей тоже пошло бы. Вот. Что еще рассказать? По-моему, вы все рассказали. Вам спасибо. Будем ждать следующий ролик. Очень хочется посмотреть вашу солнечную батарею в действии. Будем надеяться.